Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Начиная с этого месяца в Германии и на популярных европейских курортах начинают действовать новые финансовые и дорожные правила, которые могут серьезно повлиять на бюджет многих жителей Германии. Сначала разберем с вами изменения, связанные с налогообложением пенсий. Немецкое налоговое ведомство Финансамт меняет правила, определяя, кому именно придется платить налог с пенсии в Германии уже с июля. Во второй части выпуска подробный разбор для автовладельцев. Власти Италии вводят новые ограничения для ряда старых дизельных автомобилей, а размер штрафа, внимание, может достигать 168 евро. И в конце очень важный разбор о правилах вождения за границей. Ошибки на дорогах других стран способны, друзья, обернуться штрафами в сотни евро. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, давайте вместе с вами посмотрим, чтобы вы понимали, с какого порога налоговое ведомство в Германии Финансамт начинает начислять налог на пенсионные выплаты. Ведомство государственного пенсионного страхования официально подтверждает, налог возникает только в том случае, если общий налогооблагаемый доход превышает, друзья, установленную базовую планку. В текущем году этот необлагаемый минимум, напомню, зафиксирован на отметке 12 348 евро в год и 24 696 евро для семейных пар. Если суммарный годовой доход превышает этот предел, возникает обязанность по уплате подоходного налога в соответствии с действующими правилами. Но здесь скрывается главный, я бы сказал, нюанс налоговой системы, о котором многие узнают слишком поздно. Размер налогооблагаемой части пенсии напрямую зависит от года выхода на ваш заслуженный отдых. То есть, чем позже человек оформил пенсию, тем, соответственно, большая часть его выплат учитывается при расчете налога. На самом деле, те, кто вышел на пенсию, например, в 2016 году, уплачивают налог только с 72% своей пенсии. Для пенсионеров 2021 года этот показатель увеличивается уже до 81%, а для тех, кто оформляет пенсию, например, в этом году, налогооблагаемая доля составляет уже 84%. То есть оставшиеся 16% представляют собой фиксированную необлагаемую часть. Ее размер определяется, друзья, внимание, один раз на второй год получения пенсии. После этого сумма фиксируется абсолютно на весь период получения ваших пенсионных выплат, поэтому все последующие повышения и, скажем так, индексации уже могут полностью учитываться при расчете налогооблагаемых доходов. Давайте взглянем на конкретный пример, чтобы оценить, как это работает в жизни. Допустим, пожилой человек получает 1225 евро в месяц, что в сумме составляет около 14 700 евро в год. Его индивидуальная необлагаемая часть пенсии составляет примерно 2350 евро. После ее вычета остается сумма, которая почти совпадает с предельной границей в 12 348 евро. То есть человек оказывается совсем рядом с налоговым порогом, поэтому даже очередная индексация пенсионных выплат может повлиять на его, налоговую ситуацию и потребовать более внимательного расчета доходов. Давайте еще разберем, как менялись эти налоговые правила с течением времени, чтобы вы, друзья, наглядно увидели, как менялось налогообложение пенсий. Точкой отсчета здесь выступает конкретная дата вашего выхода на заслуженный отдых. Действует простое правило. Чем позже человек становится пенсионером, тем, соответственно, большая часть его пенсионных выплат учитывается при расчете налога. Я вывел вам на экран подробную государственную таблицу, где максимально точно расписаны параметры для каждого года. Вы сможете быстро определить свое положение, пока я подробно объясняю, как работает вся эта система. Например, люди, которые оформили пенсию до декабря 2005 года, получают наиболее выгодные условия. Налогом учитывается только 50% их пенсионных выплат, а оставшаяся половина, соответственно, не включается в налогооблагаемую базу. Затем государство постепенно меняло эту всю систему. Сначала доля налогооблагаемой пенсии ежегодно увеличивалась на 2%, затем темпы роста немного снизились до 1%, а с 2020 года повышение составляет по 0,5% в год. Понятно?
Если действующий график изменений сохранится без корректировок, то для граждан, которые выйдут на пенсию в 2058 году, вся сумма пенсионных выплат будет учитываться при расчете налога. При нынешнем официальном пенсионном возрасте в 67 лет это касается прежде всего более молодых поколений, которым важно заранее учитывать эти правила при долгосрочном финансовом своем планировании. И именно поэтому многим будущим пенсионерам придется внимательно следить за налоговыми обязательствами после выхода на пенсию. Но, к счастью, налоговое ведомство оставляет пожилым людям вполне законные возможности уменьшить налогооблагаемую базу и тем самым снизить налоговую нагрузку. Одним из ключевых механизмов здесь выступают обязательные страховые отчисления. Из пенсионных выплат автоматически, вы знаете, удерживается половина базового взноса на медицинское страхование в размере 7,3% и половина дополнительного страхового взноса, который в текущем году составляет в среднем 1,68%. Дополнительно удерживается взнос на страхование по уходу. Это 3,6% для граждан с детьми и 4,2% для бездетных. Приведу сразу обычный жизненный пример. Если человек получает пенсию в размере, как я говорил, 1225 евро в месяц, то медицинское страхование составляет около 89 евро. Дополнительный страховой взнос, соответственно, примерно около 20 евро, а страхование по уходу около 44 евро, увеличиваясь примерно до 51 евро для бездетных граждан. Кроме того, налоговое законодательство предусматривает ряд стандартных вычетов. Государство автоматически учитывает фиксированную сумму в размере, внимания, 102 евро на расходы, связанные с получением доходов, а также дополнительные 36 евро на отдельные виды расходов. То есть в совокупности эти механизмы уменьшают налогооблагаемую базу и позволяют сохранить часть доходов. Именно благодаря медицинским и социальным вычетам фактический порог, после которого у пенсионера может возникнуть обязанность по уплате налога, смещается вверх примерно с базовых 1225 евро до уровня 1452 евро в месяц. Если же фактически ежемесячный доход не превышает эту ориентировочную, скажем так, границу, то вероятность возникновения обязанности подавать налоговую декларацию намного ниже. Однако полностью терять бдительность, друзья, не стоит. Экономисты не исключают, что в ближайшие годы размер отдельных социальных взносов могут быть вновь пересмотрены, а это способно, соответственно, повлиять на итоговые расчеты для пенсионеров. Но, друзья, все это перестает работать в полном объеме при одном важном условии. У пожилого человека не должно быть дополнительных источников дохода, помимо государственной пенсии по старости. Как только в общий доход добавляется корпоративная пенсия, выплаты по случаю потери супруга или супруги, либо доход от сдачи недвижимости в аренду, налоговая картина заметно меняется. Подобное поступление учитывается при расчете налогооблагаемого дохода в соответствии с действующими правилами, что, соответственно, может существенно увеличить общую вашу годовую базу для расчета налогов. В результате ранее доступные налоговые преимущества уже не всегда позволяют удерживаться ниже установленного порога, даже если дополнительные суммы кажутся совсем небольшими. Для многих пожилых людей, которые долгие годы были уверены, что их пенсия не подпадает под налогообложение и поэтому никогда не сталкивались с необходимостью подавать налоговую декларацию, такая ситуация может стать полной неожиданностью. Будет ли финансамт ожидать подачи декларации, напрямую зависит от совокупного размера всех ваших, друзья, доходов, включая, как я сказал, и проценты по банковским вкладам, и инвестиционные выплаты. Но здесь есть один важный календарный нюанс. Сейчас многие пенсионеры, вы знаете, я вам об этом рассказывал уже, получили повышение после индексации выплат только с июля. Поэтому при расчете учитывается лишь второе полугодие. Однако уже со следующего налогового периода увеличенные пенсионные выплаты будут начисляться на протяжении всех этих 12 месяцев года. Именно поэтому для части получателей пенсий совокупный доход может впервые превысить установленный налоговый порог,
И тогда, друзья, обязанность по подаче декларации может возникнуть уже по новым правилам. А теперь давайте с вами перейдем к теме, которая уже этой осенью способна создать серьезные сложности для многих автомобилистов в Европе. Всем, кто планирует поездку на собственном автомобиле, например, в Италию, стоит заранее проверить экологический класс своей машины. Власти страны начинают поэтапно вводить более строгие ограничения для ряда дизельных автомобилей, и для части водителей это может означать запрет на въезд в отдельные городские зоны. Первоначально Министерство инфраструктуры Италии планировало распространить ограничения на автомобили экологического стандарта Евро-5 еще прошлой осенью. Однако после обсуждений с представителями бизнеса и региональных властей сроки были перенесены примерно на 1 год. Теперь же этот переходной период подходит соответственно к завершению. Уже ближайшей осенью начинают действовать новые ограничения, которые затронут владельцев ряда дизельных автомобилей, выпущенных ориентировочно в период с 2009 по 2015 год. Наибольшее влияние новые правила окажут в крупных городах и отдельных регионах с действующими экологическими зонами. Поэтому тем, кто из вас, друзья, собирается путешествовать по Италии на собственном автомобиле, рекомендуется заранее проверить местные требования. За нарушение действующих ограничений предусмотрен административный штраф, который может достигать, внимание, 168 евро. Поэтому перед поездкой стоит, друзья, заранее все-таки убедиться, распространяются ли новые правила именно на ваш автомобиль. Чтобы не потерять лишние свои евро во время долгожданного летнего или осеннего отпуска, автомобилистам необходимо четко понимать, где именно будут действовать новые экологические ограничения. Эти изменения затронут 4 крупных региона Северной Италии, которые ежегодно посещают миллионы путешественников, в том числе из Германии. Новые правила вводятся в Ломбардии, Пьемонте, Венето и Эмилия-Романья. Именно здесь местные органы власти получили право ограничивать движение отдельных категорий автомобилей в соответствии с действующими экологическими нормами. При этом также власти предусмотрели определенные рамки применения новых правил. Ограничения распространяются прежде всего на крупные города с населением свыше 100 тысяч человек. Изначально обсуждалось расширение этих мер и на населенные пункты с численностью от 30 тысяч жителей, однако на данный момент этот вариант отложен. Таким образом, друзья, новые правила будут действовать в известных туристических и промышленных центрах, включая Милан, Турин, Венецию, Бергамо и Верону. Введение ограничений будет происходить поэтапно. Первым этапом станут легковые автомобили, для которых ограничения на въезд в определенные городские зоны начнут действовать уже буквально с 1 октября 2026 года. Через год, осенью, то есть 2027 года, изменения распространятся на часть коммерческого транспорта, то есть это курьерские автомобили, микроавтобусы и легковые фургоны. И заключительный этап запланирован на 1 октября 2028 года, когда новые требования начнут действовать и для тяжелых туристических автобусов, а также грузовых автомобилей. Главная особенность этих экологических ограничений заключается в том, что в Италии отсутствуют, скажем так, единые правила, одинаково действующие по всей стране. Большая часть полномочий передана именно региональным и местным органам власти. Поэтому каждый регион, друзья, вправе применять собственные схемы регулирования движения в рамках действующего законодательства. И именно поэтому туристам за рулем придется особенно внимательно следить за дорожными знаками при въезде в населенные пункты и отдельные городские зоны, чтобы случайно не попасть в район с действующими ограничениями. Однако невнимательность ваша может обернуться весьма неприятными расходами. Базовый административный штраф за нарушение действующих ограничений для отдельных категорий дизельных автомобилей, как я сказал, может достигать уровня 168 евро. При повторном нарушении в течение установленного законом периода размер санкций может также увеличиваться, а в отдельных случаях законодательство даже предусматривает и дополнительные меры вашей ответственности, если это предусмотрено местными правилами. При этом у автомобилистов по-прежнему остается достаточно возможностей для свободного передвижения.
Скоростные автомагистрали и большинство крупных загородных дорог продолжают оставаться открытыми для автомобилей стандарта Евро-5. В небольших населенных пунктах сельской местности и большинстве курортных поселков подобных ограничений также нет. Основное внимание водителям стоит уделять именно крупным городам, где действуют постоянные или временные экологические зоны с особыми правилами въезда. И это еще не все. Дальше давайте разберем вместе с вами масштабный дорожный обзор, где, казалось бы, обычно неосведомленность при пересечении европейских границ может обернуться для туристов серьезными финансовыми потерями и немалыми штрафами. Большинство водителей по привычке считают, что правила дорожного движения в соседних странах почти не отличаются от немецких. Однако аналитики автоклуба ADAC особо подчеркивают, недостаточная подготовка или даже кратковременная невнимательность ваша на зарубежных дорогах нередко приводит к штрафам, которые могут достигать несколько сотен евро. Профильный эксперт Тобиас Пауст рекомендует автомобилистам заранее изучать местные правила еще до начала своей поездки. Это один из самых надежных способов все-таки избежать неприятных расходов. Как и в Италии, такая система экологического контроля уже действует и во многих городах Франции, Бельгии, Испании, где дорожные камеры автоматически фиксируют государственные регистрационные номера транспортных средств. Давайте все-таки разберем размеры возможных штрафов, чтобы вы наглядно увидели, насколько серьезными могут оказаться последствия обычной невнимательности за рулем в разных странах Европы. Также в ряде государств размеры взысканий намного выше привычных для многих немецких водителей. Например, превышение установленной скорости всего лишь на 20 км в час в отдельных случаях может обойтись в Норвегии примерно в 750 евро. Представляете? А в Нидерландах штраф за аналогичное нарушение начинается примерно от 230 евро. Не менее дорого вам, друзья, может стоить использование мобильного телефона во время движения. В Нидерландах размер штрафа достигает около 440 евро, а в некоторых скандинавских странах до 935 евро. Причем в Нидерландах уже активно используются автоматизированные комплексы контроля, способные фиксировать использование мобильного телефона водителями прямо через ваше лобовое стекло автомобиля. Дополнительные расходы могут также возникнуть и из-за неправильного планирования заправок во время путешествия. Разница в стоимости топлива между соседними странами Европы иногда достигает нескольких десятков евроцентов за литр. Поэтому перед дальней поездкой стоит заранее изучить актуальные цены по вашему маршруту. Во многих случаях, например, заправка в Польше, Чехии, Австрии или Хорватии оказывается выгоднее даже, чем в Германии. В то же время, перед въездом в Данию или Нидерланды многие автомобилисты предпочитают заправляться заранее, поскольку вы, наверное, знаете, стоимость топлива там нередко оказывается выше. Даже такая простая подготовка способна помочь сократить ваши общие расходы во время путешествия. Дополнительным источником серьезных расходов во время поездок по Европе становятся и различия в правилах оплаты скоростных дорог, тоннелей и горных перевалов. Ошибка при выборе полосы перед пунктом оплаты или отсутствие необходимого электронного разрешения могут привести к административным штрафам. Эксперты автомобильного клуба ADAC напоминают, что в Австрии, Швейцарии, Чехии и Словении для движения по определенным дорогам требуется специальная такая бумажка или электронная виньетка. При этом в Италии, Франции и Хорватии действует совершенно иной принцип оплаты. Стоимость проезда рассчитывается уже на выезде, исходя из фактически пройденного расстояния. Отдельного внимания заслуживают изменения, которые постепенно внедряются на французских автомагистралях. В ряде регионов сегодня активно появляются современные системы оплаты Free Flow, где отсутствуют привычные те самые шлагбаумы и пункты оплаты с кассирами. То есть камеры автоматически считывают государственные регистрационные номера автомобилей, после чего водитель должен самостоятельно оплатить свой проезд. Сделать это можно через официальные онлайн-порталы, специальные терминалы в зонах отдыха или в отдельных табачных киосках. Для оплаты обычно предоставляется ограниченный срок, напомню, до 72 часов. Если этот период пропустить, друзья, размер последующего административного штрафа может достигать, внимание, 375 евро.
Поэтому перед поездкой по таким маршрутам лучше заранее знакомиться с действующим порядком оплаты. Заключительным источником дополнительных финансовых расходов за рубежом становятся особенности муниципальных правил парковки. Аналитики профильного союза АЦЭ отмечают, что коммерческие парковочные тарифы на популярных курортах нередко отличаются друг от друга, а система оплаты может оказаться непривычной даже для иностранных водителей. В результате многие туристы сталкиваются с дополнительными расходами, которых можно было бы тоже избежать. Именно поэтому, друзья, эксперты настоятельно рекомендуют заранее бронировать парковочные места онлайн еще до пересечения границы. Есть и еще один важный нюанс, связанный с классическими парковочными дисками парк-шайба. Многие путешественники из Германии искренне убеждены, что их стандартный синий пластиковый диск можно использовать на всей территории Европейского Союза. Однако, друзья, в Австрии действуют собственные требования к парковочным дискам. Из-за отличий в оформлении шрифтов и разметки использование немецкого варианта может считаться нарушением местных правил. В таком случае водителю может быть назначен административный штраф, который начинается примерно от 21 евро. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про новые правила налогообложения, пенсии от немецкого налогового ведомства Финансамт, ограничения для отдельных дизельных автомобилей в Италии и важные особенности дорожных правил за границей, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк, спасибо за просмотр, до самого конца.